Очень хорошая грядка мышат. Гигрофор поздний. А это у нас уже горчики. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и всех хочу поздравить с наступившим 2023 годом. Все-таки год этот наступил, праздничек мы отметили. В прошлом году добились всех целей, которые хотели, а которых не добились, добьемся в этом году. Потому что этот год кролика все-таки обещает много чего хорошего. Так, друзья, ну мы сегодня с вами прогуляемся за грибочками. У нас уже 2 число января. Надеюсь, что-то там интересное-то и будет. Ну а что будет, естественно, мы с вами посмотрим. Конечно же, мышата 100% есть. Они сейчас везде есть, но это одно из мест. Мы пойдем в лес, который находится у меня за спиной. Сосновый прекрасный лес. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. И теперь перейдем к прогулочке. Ну что, друзья, вот лес довольно-таки большой. Весь обойти практически не получится. Но я пойду сегодня вот в эту сторону, в эти сосны. Здесь они не сильно старые, такие более-менее молодые. Там пойдем и погуляем, посмотрим, что там все-таки можно найти. А вот, друзья, и первая находочка. Вот они у нас здесь стоят. Это у нас мышата, землянисто-серая рядовка, которая у нас попалась уже первая поляночка. Я, конечно, думал, так как в Алуште сейчас можно найти рыжики, я думал, что здесь я тоже их найду, так как я их здесь уже находил. Но пока рыжиков нету. Ну ничего страшного, походим, посмотрим, сколько мы наберем тогда мышат. Ну и вообще, что мы еще найдем в этом замечательном лесу. Я здесь уже был неоднократно. Ну, продолжим нашу прогулочку и будем искать что-нибудь интересненькое. Посмотрите, кого я здесь только нашел. А это у нас гигрофор поздний. Они обычно такие мелкого размера. И сейчас мы их рассмотрим, как они выглядят. Они вот такие, а в частых случаях они сопливенькие, как маслята. Чистить их в случае чего не надо, помыл и готово. Видите, они такие снизу желтоватые. Так, еще один рассмотрим. Вот такие вот гигрофорки. Кстати, очень вкусные. Я их в этом году в первый раз попробовал. И мне очень они понравились. Ну, то, что они мне понравились, они мне перестали попадаться. Раньше, когда я их не брал, их попадалось очень много. Потому что я не знал, что это такое. Ну вот. Вот такие вот красавчики. Ну а мы с вами, друзья, наверное, сегодня будем собирать все-таки мышата, потому что рыжиков я обошел, еще ничего не нашел. Значит, в Симферопольском районе для них холодно. Ну, может, гигрофорок насобираю, если подвезет. Даже, видите, они тут такими пучками растут, обычно полянками. Будем искать их хотя бы. Так, друзья, здесь рядом... Правда, кто-то их подзатоптал. Но здесь рядом еще небольшая поляночка этих гигрофорок. Вон, видите, растоптанный. Он нам не нужен. Мы будем брать только целенькие. Ну и вот. Сейчас мы эту поляночку всю срежем. Ничего себе, может они уже пошли. Может даже подвезет их найти. Все-таки будем искать. Потому что это довольно-таки хорошие грибочки, как оказалось. Ну, еще несколько до кучки подбавим сейчас. И уже в ведре что-то начинает появляться разноцветное. Гигрофорки только начали лезть. Видите, такой довольно-таки крупный экземпляр попался. Еще несколько мелких. Так. Все мы их забираем. Здесь у нас... Так, вот еще. Конечно, они должны быть более большими полянками. Бывает, что они попадаются очень хорошими полянами. Ну, а пока... Ну, это может быть первые находки. Кстати, и здесь же сразу мышата попадаются вперемешку. Я, если что, дома их переберу, и потом будет все понятно. Так,
там я вижу еще несколько штучек. Сейчас мы с вами туда и проберемся. Вот, друзья, уже такая добротная, хорошая полянка. Люди их, видать, не знают. Видите, позбивали, порастаптывали. Ну, а я уже их знаю. Я их, конечно же, заберу. Так, мне их в большом количестве не попадалось. Их, кстати, можно мариновать. Но какие они на вкус маринованные, я еще не знаю. Мне не попадалось даже на баночку, чтоб я насобирал. Но в этот раз, видите, какая поляночка хорошая. В этот раз я думаю, что мне должно повезти. И я их все-таки наберу на баночку. Там еще выше я уже вижу есть. Ну, естественно, и мышата я тоже сегодня беру. Ну, если повезет, я, конечно, буду предпочтительно вот эти вот набирать грибочки. О, видите, как они выгнуты, когда уже взрослого такого состояния они. Вот, вот это красота. Так, сейчас мы это, вот видите, все позбивали, побросали. Здесь, видать, мышата искали. Ну, мышат здесь, конечно же, очень много, просто завались. А вот этих не очень. А, он мокрый какой-то. Нам не годится такие старые сильно. Нам надо такие, чтобы помоложе. Так, и пойдем сейчас выше еще посмотрим. Там еще есть. Вот еще несколько. Да, можно сказать, что они, наверное, поперли очень даже хорошо. Так что будем сегодня мы их искать. А, вот видите, кто-то их тут толкал, пинал. Это у нас что тут? А, это как-то показывал эти грибы. Так и не выяснили, что это такое. Он коричневый со всех сторон. Здесь их тоже очень много. А мы берем сегодня вот такие вот красивенькие грибочки. Они, конечно, мелковатые, но если получится, замариновать будет очень хорошо. Потом вам расскажу, вкусные они или нет. О, вы посмотрите, сколько здесь этих коричневых. Здесь их просто немерено. Но они уже, понятное дело, старые. Но их было здесь очень много. Еще и мышата здесь попадают. А вон гигрофорка. Ну, это меленькая. Сейчас мы заберем. И, конечно же, крупная. Вот. Мелкую давайте пропустим чуть-чуть. А вот крупная. Вот мы ее сейчас и рассмотрим, как она выглядит. На большой всегда хорошо видно. Ну, вот, как я говорил, она такая соплевинка, как масленок, желтоватая снизу. И ножка, как у мышат, попадается пустотелая. Мышат здесь тоже, кстати, очень много. Ну, о, видите, мышонок прямо рядом растет. Но мы будем вот эти искать. Очень мне хочется их. Ух ты, смотрите, какие они толстые и молодые. Все, красота. Ладно, будем собирать. Потом уже посмотрим, как у нас получится их набрать. Нашел еще одну обалденную поляночку. Ну вот здесь сразу, чтобы не растоптать. Видите, гигрофорчик. Ведро и масленок, мышонок. Ну вот. Здесь такой добротный прям. Смотрите, какой хороший он. Такой толстый и красивый. А вот здесь у нас уже, друзья, целая полянка. Вот она идет. Да, сегодня прям, видите, кто-то их тут топчет. И они, видать, начинаются. Вот маленькие. И вот они какие могут достигать размеров. Вы посмотрите только. Такие прям быстро можно собирать. Ну, маленькие, конечно, будет проблемно и долго собирать. Но зато на вкус они очень сладкие. Такой вкус у них сладковатый у этих грибочков. Это уже у нас старенький. А вот молоденькие. Они снизу даже вот так вот немного похожи на лисичку.
Так что грибочки пошли. Наконец-таки. Мне повезло их найти хорошее, большое количество. Здесь они еще тянутся. Вот они. Ну и, естественно, мышата тоже здесь в лесу есть. Но я их пока что не собираю так, чтобы прям очень сильно их искать, смотреть, где они. Мне интересно поискать гигрофорки. Как бы в нашем арсенале это новое видео. Ну, мышат здесь, я вам так скажу, навалом в лесу. Если за ними сюда приехать, здесь их немерено. Кстати, я заезжал со стороны Денисовки. Точные координаты, как всегда, ВКонтакте в эксклюзивных записях. А лес этот называется Кеслеровский. Это если ехать со стороны Денисовки. Вот. Потому что навигатор вас может завести через Лозовое. Это не то место. Хорошая грядочка, еще и мышат попадается здесь. Мышата, гигрофорки сегодня... Такой денек, что попадаются два вида грибов. А это не может не радовать. То есть для любителей мышат, то здесь их хватает. Так, друзья, вот еще небольшой пучочек гигрофорок. Красота, да? Кстати, напишите в комментариях, как называют их. Если журавушка, то это не они. Журавушка — крупные грибы. Журавушка — это гигрофор скрывающийся, это другой. А это гигрофор поздний, он более мелкий. Так, вот, видите, еще здесь грядка какая их. Вот так вот. Так что грибочки у нас попадаются. Очень хорошо даже попадаются. Ну и преимущество эти грибы собирать, то что их мало кто знает. В частых случаях они затоптаны. Ну, мне они попались. И сегодня, я думаю, у меня будет очень хороший их результат. Ведерко, я надеюсь, наберу. Так. Там я ведро оставил. У меня там... О, вот еще, смотрите, какой хороший. Там я ведро оставил, там... С мышатами у меня ведерко. Там у меня еще одна есть грядочка гигрофорки. И вот, друзья, следующая наша поляночка с гигрофорками. Как вы видите, здесь их очень даже много. Вон они еще там тянутся за кустами. У меня уже в ведре что-то начало появляться. Уже дно прикрыто. Это уже очень хорошо. Так что будем здесь их выискивать дальше. Да, вот это у нас, друзья, зима такая. Снега еще не было, грибы растут. Хорошо. Но снег тоже нужен. Что это за зима такая, что и снега даже не было. Вот, друзья, я нашел грядочку здесь. Именно идут мышата. Вперемешку с гигрофоркой. Вон какая грядочка хорошая. Так что здесь оно все прямо в одной куче растет. А вот эти гигрофорки. Маленькие. Есть покрупней. Очень хорошие. Кстати, когда их готовить, главное их не пересолить. А то вся сладость с них уйдет. Так что сегодня прям очень хороший денек. Сейчас я вам уже покажу, сколько у меня этих гигрофорок. Потихоньку добавляются. Из-за того, что они маленькие, они добавляются очень медленно. Но они все-таки добавляются. Ну, плюс я еще собираю мышат на попутно. Это в другое ведерко я их беру. Кстати, здесь мышата более-менее видно. Не то, что я в прошлый раз ходил, где нужно было их раскапывать. Здесь их видно очень даже хорошо. Вот видите, они тут все на виду. В прошлый раз нам надо было иголки раскапывать, искать их. Здесь прям хорошо видно, кто еще не научился хорошо искать грибы, мышатки, то здесь место такое как раз подходит для того, чтобы... А вот видите, они здесь все на виду. Вот, вот. Ну и вот таким вот образом они здесь попадаются.
А вот еще одна очень хорошая полянка, где именно вперемешку растут эти вот гигрофорки. Вот такие вот красавцы. И здесь же растет очень хорошая грядка мышат. На удивление сейчас, наверное, из-за холодов, даже крупные мышата без живности. То есть почти все находки получаются очень удачными. Вот это красота. Серенькие и красивенькие. Друзья, у нас так тепло, что даже божьи коровки ходят. Давай, давай. Сейчас на взлет пойдет. Давайте ее запустим. То добровольно она что-то не хочет взлетать. Ну что, друзья, я здесь нашел еще небольшую грядочку грибочков. А это у нас уже горчики. Тоже рядовочка. Но они горькие. И их придется вымачивать. Там попадались по лесу один, два, я что-то их не брал. А тут такая грядочка хорошая. Думаю, можно бы их и забрать. Они такого небольшого размера, как раз то, что мне надо. Их можно вымочить и засолить, как грузди. Будет очень вкусно. Тем более здесь как раз их будет столько, что на один раз засолить точно хватит. Ну, выглядят они вот таким вот образом. Они коричневые сверху, снизу они должны быть, вот это давайте помоложе, белый. А сверху он такой коричневый. Ну вот уже пучочек такой неплохой. Сейчас еще рядом посмотрим. А вот еще я здесь раскопал их. Сейчас мы их в пакет отдельно положим. И будет очень даже неплохо. Ну что, друзья, вот и мой сегодняшний урожай. Почти полная ведерко гигрофорки поздней. И мышат полное ведро. Так что грибочки все-таки до сих пор есть. Я мышата не захотел собирать. Там их еще очень много в лесу. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась легенькая прогулочка за грибочками. Грибочки до сих пор в лесу есть. Так что, друзья, всех с наступившим и приближающими праздниками тоже я вас поздравляю. Друзья, всем здоровья, добра и мира и до новых встреч в новых видео. Всем пока!